А вы хоть раз знакомились в интернете? А бывало, что скидывали себе пару лет в анкете, чтобы казаться моложе и интереснее? Поставить удачное фото, немного приукрасить жизнь. Для многих это кажется невинной игрой. Но в этой истории игра зашла слишком далеко. 17 сентября 2006 года. Штат Нью-Йорк. На парковке рядом с предприятием находят 22-летнего Брайана Барретта. 3 огнестрельных ранения. Никакого очевидного мотива. Никаких понятных врагов полиция не видит. Обычный молодой парень, который просто вышел с работы и был застрелен. Но когда полиция начинает проверять его последние контакты, след ведет не к старым конфликтам и не к деньгам. След ведет в интернет-чат. Как же обычная переписка в интернете дошла до убийства? Следствие начинает разбирать жизнь Брайана Барретта, пытаясь понять, кому мог помешать этот парень. Ему 22 года. Днем он студент Buffalo State College, учится на преподавателя и строит планы на будущую профессию. После лекции сразу за руль и в промышленную зону Кларенса, на завод Dyna Braid. Там Брайан берет вечерние смены на производстве шлифовальных инструментов, чтобы оплачивать самому колледж. Вся его жизнь – это учеба, работа и планы. До одного конкретного вечера. 15 сентября 2006 года. На часах 10:16 вечера. Брайан отмечает электронную карту на выходе из завода Dyna Braid. Смена окончена. Он выходит на темную парковку, подходит к своему белому пикапу и садится за руль. В этот момент из темноты к водительскому стеклу подходит силуэт. Оружие поднимается на уровень окна. 3 выстрела в упор. Пули пробивают стекло и попадают к Брайану в шею и руку. Все кончено. Машина так и остается стоять на парковке. Пройдет 2 дня, прежде чем на пикап наконец обратят внимание. Один из сотрудников завода заметит разбитое водительское стекло, заглянет внутрь и тут же наберет 911. Полиция Кларенса приезжает на парковку и сначала пытается понять, было ли это ограблением. Но кошелек и ценные вещи Брайана на месте. Признаков обычного ограбления нет. Детективы опрашивают рабочих, проверяют колледж, его ближайшее окружение. Очевидного врага они не находят. Тогда почему кто-то ждал его именно у машины? Все меняется, когда полиция открывает его домашний компьютер. Для Брайана интернет был просто удобным местом для общения после тяжелого рабочего дня. Он часто заходил на PoGo, игровой сайт с чат-комнатами. Это не сайт знакомств, это место, где можно сыграть партию, перекинуться парой сообщений, пофлиртовать и, в общем, отвлечься. И однажды там появляется она. Tall Hot Blonde. В переписке она называет себя Джесси. Ей 18, она из Западной Вирджинии. Старшеклассница, играет в софтбол и готовится к выпускному. На фотографиях молодая блондинка, которая полностью подходит к своему нику. Для Брайана это начинается как легкое общение после работы. Шутки, флирт, фотографии и ощущение, что по ту сторону экрана его ждут. Они переписываются все чаще. Джесси рассказывает о школе, выпускном, подработке спасателем, о ссорах дома и о том, как прошел ее день. Постепенно Tall Hot Blonde превращается для Брайана из ника в девушку, чьего сообщения он ждет. Но задолго до Брайана в жизни Джесси уже был другой человек. Его ник Marine Sniper. Он представлялся Томми. Итак, Marine Sniper появился в ее жизни еще весной 2005 года. На фотографии молодой морпех. Форма, уверенный взгляд, лицо парня, который кажется чуть старше и опытнее. С ним у Джесси все сразу звучит серьезнее. Он пишет ей о службе, скором отъезде в зону боевых действий и прямо говорит, что однажды может не вернуться. Их общение превращается в расписание. Короткие звонки, ожидания и иногда тишина.
А если Томми долго не выходит на связь, вместо него звонит отец, Том-старший. Он объясняет, где сын, почему занят и когда ответит, и куда можно отправить письмо или посылку. Для 18-летней девушки это звучит как железобетонное доказательство. У Ника появляется семья, адрес и голос в телефоне. Теперь это уже не похоже на случайный флирт в интернете. Джесси начинает жить этой драмой. Отправляет Томми фотографии, пишет письма, собирает посылки с подарками и верит, что где-то далеко есть молодой морпех, который ждет именно ее. А к Рождеству Томми делает ей предложение. И Джесси соглашается. Теперь Марин Снайпер для нее больше не строчки на экране. Это Томми Монтгомери, ее будущий муж. Но пока Джесси представляла себе молодого морпеха где-то далеко на службе, человека, за которого она собиралась выйти замуж, в штате Нью-Йорк жил совсем другой человек. Да, его звали Томас Монтгомери, но ему было 47 лет. У него была работа, дом, жена Синди и 2 дочери. В реальной жизни он давно не был Томми, а мужем и отцом. Но по вечерам эта жизнь будто отодвигалась в сторону. Томас садился за компьютер, открывал PoGo, и на экране снова появлялась Tall Hot Blonde. Для Джесси по ту сторону был молодой морпех, который скучает, рискует, ждет ее писем и строит с ней будущее. А на самом же деле с ней переписывался взрослый женатый мужчина, сидя в собственном доме всего в нескольких комнатах от своей настоящей семьи. Но однажды настоящая семья узнает, что происходит за экраном. Синди, жена Томаса, находит его переписку и понимает, это не просто флирт в интернете. Ее муж выстроил целую жизнь, где он уже не Томас, не муж, не отец, а молодой морпех Томми, который сделал предложение юной Джесси. Синди пишет мужу холодную записку. «Если ты хочешь уйти, уходи, но продолжать врать мне и детям нельзя». А потом она пишет Джесси настоящее письмо. В конверт она вкладывает семейную фотографию. Там Томас, его жена и их дети. И объясняет главное. Никакого 18-летнего Томми не существует. И вот перед Джесси лежит семейная фотография. Взрослый мужчина, жена, дети. И этот мужчина ее Томми? Вся история с Томми начинает рушиться. Она спрашивает его напрямую: «Кто ты? Почему мне пишет твоя жена? Почему на фотографии взрослый мужчина с семьей?» Но Томас не признается. И тогда Джесси вспоминает человека, которого Томми сам когда-то упоминал в разговоре, Брайана Баррета. На сайте PoGo он был под ником Beefcake 1572. Брайан знал Томаса не только через экран, они с ним работали на одном заводе Dynabrade. Поэтому Джесси пишет Брайану: «Правда ли, что рассказала Синди?» Именно Брайан подтверждает то, что Джесси уже боялась услышать. Молодой морпех Томми был обманом. А Томас не просто теряет свою легенду. Теперь он вынужден наблюдать, как в тех же чатах, где он сам общался с Джесси, начинает развиваться ее роман с Брайаном. И при этом сам Брайан все то, чем Томас только что притворялся. Молодой, свободный, настоящий. Для Томаса это уже не просто ревность. Ведь Брайан работает рядом, на том же заводе. И каждый день может пройти мимо него в настоящей жизни. 15 сентября 2006 года Брайан заканчивает вечернюю смену на Dynabrade. 10:16 вечера. Он отмечает электронную карту, выходит на парковку и садится в свой белый пикап. Человек с оружием подходит со стороны водительского окна. Расстояние меньше шага. 3 выстрела. После убийства следствие быстро выходит на переписки Брайана. Там рядом с ним постоянно появляются 2 имени: Марин Снайпер и Tall Hot Blonde.
Марин Снайпер приводит полицию к Томасу Монгомери, не юному морпеху, а взрослому женатому мужчине, который работал с Брайаном на одном заводе. Но Талхат Блонд, или Джесси, для полиции теперь не просто девушка. Она важный свидетель и, возможно, следующая цель. В телефоне Брайана находит ее номер. Лейтенант Рон Кеннион звонит ей среди ночи. На другом конце отвечает женский голос, испуганный и очень убедительный. Кеннион предупреждает ее об опасности и просит местную полицию проверить адрес. На следующее утро офицер приезжает к дому, где должна жить Талхат Блонд. Дверь открывает Мэри Шиллер, мать Джесси. «Нам надо срочно поговорить с вашей дочерью. Возможно, она в опасности», — говорит офицер. «Но Джесси сейчас нет дома. Она не сказала, куда поехала», — отвечает Мэри. Телефон Джесси был отключен, и быстро связаться с ней тоже не получается. Он объясняет матери, что Джесси – возможная следующая жертва, и просто уйти они не могут. Раз связаться с ней нельзя, то они начнут искать ее по-настоящему. И вот тут Мэри понимает, ночной разговор не получится просто спрятать. Тогда она признается. Ночью с офицером Кеннионом говорила не Джесси. Это была она. Она отвечала на его вопросы так подробно, потому что сама была той самой Талхат Блонд. Все эти месяцы Брайан и Томас переписывались не с 18-летней Джесси, а с ее матерью. После правды о Мэри дело снова возвращается к Томасу. У полиции уже есть мотив – ревность и злость от того, что Брайан разоблачил образ юного морпеха. Теперь следствию нужно связать Томаса с парковкой Дайнебрейд в вечер, когда застрелили Брайана. Коллеги рассказывают, что незадолго до убийства Томас интересовался, во сколько Брайан заканчивает смену. Рядом с пикапом Брайана следователи находят персиковую косточку. Экспертиза показывает на ней ДНК Томаса Монгомери. Эта косточка не доказывает момент выстрела, но связывает Томаса с местом, где стояла машина Брайана. Брайана убили из оружия 30-го калибра. И в доме Томаса находят фотографию его оружейного шкафа. На ней видна винтовка такого калибра. Но теперь этой винтовки в шкафу нет. Сам Томас утверждает, что в вечер убийства был в местном ресторане и вернулся домой до того, как Брайана застрелили. Но его алиби не выдерживает проверки. Жена называет другое время, а данные телефона указывают на район Дайнебрейд. Когда все это складывают вместе, у полиции появляется дело против Томаса Монгомери. 27 ноября 2006 года его арестовывают. Сначала Томас отрицает вину, но потом заключает сделку с прокуратурой, признает вину и получает 20 лет тюрьмы. А Мэри Шиллер, женщина, которая все это время была Талхат Блонд, в тюрьму не попадает. Прокуроры могли видеть, какую роль сыграла ее ложь, но прямого обвинения, которое привело бы ее в тюрьму, не нашлось. Мэри не нажимала на курок. Но именно ее выдуманная роль стала центром истории, в которой погиб Брайан. Он просто закончил смену, вышел к своему пикапу и был убит из-за чужой лжи.